Ось така непередбачувана погода склалася, коли я вирішила зняти відео прогулянки. Я Світлана. Невзираючи на хмари та дощ, пропоную вам прогулятися моїм садом в июле. Смотрите, какая лилия, какая по размеру со мной. Правда, листья тут все мокрые, все. Расскажу вам немножко и про лилии, и про рододендроны, и просто прогуляемся немного дождливым, мокрым садом, но таким красивым, июльским. Идемте посмотрим, как он выглядит в ненастье. А лилии это отдельная история. Эта лилия заявлена высотой метр. Мой рост 1,75 м, можете судить. Ну идемте, покажу вам еще много интересного по саду. Так, зайду сюда, чтобы было удобнее видеть. Тут, кстати, у меня лежит еще агроволокно со вчера. Расскажу, что делала. Так вот, это лилия. Знаю, вы будете спрашивать сорт. Что за сорт? Это ла-гибрид, не ОТ гибриды. Они самые большие, самые такие красивые. И часто в интернете вы видите фотографии, стоит ребенок, и лилия выше него. Так вот, эта лилия будет выше там, 5-летнего ребенка, это точно. А вот луковицы, лилии 3 года в моем саду, 3-й раз цветут. Выше меня, верхние зацветут, они будут выше меня. Сейчас их рост 1,80 м. Ла-гибриды заявлены только метровые, поэтому не всегда надо обращать внимание на характеристики. Они могут вырасти больше. Главное им место правильное найти и уход. Немножко расскажу по уходу. Вы часто спрашиваете, расскажите про уход за лилиями. Хотя я когда делала обзоры в прошлом году, позапрошлом, по сортам, я немного говорила, что я и как делаю. Может быть, сделаю вообще отдельное видео. А сегодня так, кратко скажу, что я делала для своих лилий. Ла-гибрид Pink Brush. Лилия не ароматная, и это радует, потому что по моему саду гуляют ароматы, я вам скажу, всевозможных лилий, и вечером даже кругом голова идет. Некоторые лилии, вы знаете, пахнут сильно навязчиво. На шум не обращайте внимания, это мы продолжаем нашу стройку, и будут попадаться строительные материалы по участку, то тоже не судите предвзято. Сад садом, а достраивать дом нам надо, поэтому все идет параллельно. Так вот, что я хотела сказать именно за этот сорт лилии. Неприхотливая, самая неприхотливая. Почему? Потому что потомство у нее, я купила 10 луковиц, за 3 года у меня уже 4 или 5 локаций, где вот такое количество лилий, и растут маленькие новые детки. То есть, когда буду выкапывать, если буду, но я буду, потому что хупси, смотрите, разрастается, и ей на следующий год, если у нее приросты такие будут, вот эти лилии уже будут мешать. Они туда и под лайт ушли, и тут, поэтому придется пересаживать. Тут порядка, наверное, уже 30 луковиц, хотя это, повторюсь, это одна из локаций с этими лилиями. Лилия нравится, если кому такие пестрые лилии нравятся, пожалуйста, покупайте. Где покупаю, я вам уже писала неоднократно. Это не реклама, в ролике говорить не буду, а в комментариях напишу. Поищите. И хотела сказать, вот, пока мы не ушли с этого места, вчера искала, где же начать мне такое приветственное видео снимать. Нашла эту локацию, взяла ножницы в руки и стала стричь свой неваки. 1 и 2. Сейчас возьму камеру и ближе вам покажу. А пока хочу сказать, что
Неваки своими руками – это просто интересно. Я вообще долго откладывала его стрижку, потому что он очень колючий. Это Blue Alps можжевельник. Покупала вот такусенькими. Почему именно его? Мне сказали в питомнике, что он быстро растет. Быстрее, чем Мэри. Из Мэри вот такого подобного вида неваки тоже необычайно хороши. Ну, в принципе, можно из любого можжевельника, если вверх ствол крепко хорошо растет, и вот такой, как дерево разветвленный, можно формировать неваки. Основные принципы по неваке, знаете какие? Ну, расскажу тоже, опять же, кратко. Это не урок, это мой личный опыт. Выводите один или несколько стволов. Вот тут у меня 3, тут 1. Ну, это на любителя, сколько стволов вести неваки. По самому стволу убираете поросль и выводите ветви влево и вправо по кругу. То есть направляете их в какие стороны вам надо по мере роста в разные, чтобы не были все ветви в одну. Хотя я видела неваки, знаете, как ветром подуло, основной ствол идет в одну сторону, и от него просто горизонтально земле вот эти веточки. Ветки тоже оголяем. И со временем длину их роста усекаем. С этой стороны я сделала второй, а с этой нет. Молодые приросты у него вот такие невзрачные, некрасивые. Ну, можно укорачивать, где вам надо. Сам ствол изгибаю плотную такую проволоку, которая гнется, но с большим трудом. Прикрепляю изолентой. Так, тут изолента у меня уже отклеилась, и проволоку изгибаю, и мягкий ствол вместе с ней направляется в нужном мне направлении. То есть вот такую неваки как бы неинтересно делать какое-то направление и задать, но потом сделать поворотик в противовес, чтобы у вас дерево не завалилось, стояла без подпорок. Можно неваки сделать с бамбуковыми палками направляющими, то есть вы разводите ветви, привязываете бамбуковую палочку, так в питомниках часто делают. Сейчас можно использовать композитную арматуру, просто универсальный материал, который я предлагаю. У меня тут были палочки, но сейчас он стоит уже хорошо. Предвижу ваш вопрос. Это его начался 4-й сезон. Купила малюсеньким. То есть купила вот такие были мягкие гибкие ветви. И в питомнике мне агроном сказал, дайте ему хотя бы годик, а лучше 2. Просто порасти. Он сам покажет вам, какие у него ветки, куда направлены, а потом будете приступать. Первый год он, конечно, где-то вот такой нарос, там на второй. И я приступила, стала самые нижние только отводить, а верхушку не трогала. Вот вам результат. Начался 4-й сезон. Ну, уже поллета прошло. Все, заговорила я вас. Сейчас покажу его ближе и пойдем гулять по саду. Мокро. Ну и давайте подойдем ближе. Я вам вот эти свои неваки покажу. По уходу за лилиями расскажу, когда другие буду показывать уже сорта. Смотрите, вот ближе этот неваки. Вот мой агроволокно лежит. Убрала еще огромную корзину обрезков. Обрезаем вот такие вот тоненькие, если вам не нужна уже длина этой ветви. То есть вы облачко уже определились, какое будет. Убираете точку роста. И тогда начинаете такие облачка формировать. Поросль по стволу надо убирать. А вот и проволока, о которой я вам говорила. Неваки, в принципе, это интересно и просто. Я не хотела с ним связываться, потому что он колючий. Но вчера как-то у меня настроение появилось. И такой он у меня получается. Мне нравится. Видите, был уклон влево, и потом я его перенаправила уже в правую сторону. Ну, а вот второй мой неваки, который идет в несколько стволов. Вон там внизу видно. 1, 2, 3 ствола. Где ветви пересекаются, я шишки или кору поставила. И он такой немножко более
узенький какой-то получается. А теперь я буду только сами облачка. Вот так вот. Первая формировка, самая верхняя, видите, веточка. Вот она наросла только в прошлом году. Была зелененькая, сейчас немножко одревесневела ветка. И я уже укоротила ее рост и формирую. Так, улитка залезла в лилии. Видите, белые, красивые. Позавязывала им веревочки, потому что у меня как-то луковицы по 2, по 3. То есть, когда выкапывала, не тех сортов, зацепила луковицы и пересадила в разные места. Вообще красиво лилии сажать по несколько штук. У этой очень уж большой цветок, красивый. Сорт я вам подписывала, когда по сортам видео снимала цветение лилии. В прошлом, по-моему, году мышка. Мышка, ты ищешь там что-то? А это тоже трубчатые лилии. Кстати, написали про котов и про то, что пыльца с таких лилий может нанести вред животным. И мне понравился ответ, я не знала об этом, честно говоря. Понравился ответ, что можно вот эти тычинки удалить, и тогда проблем не будет. Не будет сыпаться пыльца, и все в порядке будет с котами и с животными. Ну, я не знаю, до земли с такой высоты пыльца долетит и прямо на кота попадет. Ну, в общем, спорный такой вопрос, но имеет место быть. Вот эта лилия, самые первые, видите, уже отцветают. Красивые у меня и оранжевые такие есть, и белые, не ароматные. А вот эти вот ароматные, кстати. И вот это, и та. Белые цветы люблю. Вообще была даже задумка сделать белый сад. Лилейники расцветают. За лилейники, знаете, что решила? Буду я их убирать отсюда. Посоветовали вы мне, что не надо вообще ничего сажать, потому что красиво будет смотреться вот этот бордюр из Golden Princess. Вот так, без всяких лилейников в центре. Сейчас покажу. У меня попытка вот тут посадить в центр. Опять же, Pink Brush. Тут всякие разные. Смотрите, как зарос он. И явно не хватает лилиям тут и света, и питания. Когда они только начинали расти, я прям раздвигала, выстригала по центру такое отверстие. Кабачки. У нас уже кабачки есть. Много-много. Так, вот это я завязала. Бирочку. Эстер Мун лилия попала сюда случайно. Посажу ее к тем другим. Сейчас покажу на поворотике. У меня там стоят улитки, доедают лилии. И вот эти оранжевые. И будет у меня просто приствольный круг у писарди, на который напал виноград. Вот это слива писарди, вы спрашиваете. Будет приствольный круг из Golden Princess. Решила, сделаю так осенью. Так, сливы писарди декоративные, но плоды у них съедобные. Такие немного терпкие. Я их не ела, но только пробовала. Вот еще такая белая лилия. Тут заблудилась. Начинает цветение гортензия Diamond Rouge. Несколько дней забывала полить, и у нее стали сохнуть соцветия. Птицы нам мешают. Вот это соцветие немножко пострадало, но некоторые, вы видите, еще только-только начинают. Лаванду надо обстригать уже в таком состоянии. Уже все. Птицам хорошо, не жарко. Так, сейчас возьму свою шпаргалку и пойдем дальше по саду. Расскажу еще что-то интересное. Так вот, свисающие лилии настолько мне понравились, что я купила еще несколько сортов из этой сортосерии Moon. Отличается граммофонообразным цветком таким, ароматный,
приятно, приятно ароматно. Но когда их много, вы сами понимаете, что в саду голова кружится от их запаха. Растут достаточно высокие. Вот вместе со мной, видите, можно оценить. Фотографию в интернет, да, можно выставлять. Они, в принципе, могут быть еще где-то сантиметров на 30, на 40 выше. С меня ростом точно. По уходу. Мой любимый плантафол в начале цветения, когда только показались росточки, 20-20-20. Перед цветением, когда бутоны не такие, а чуть раньше, там, где больше калия и фосфора. Осенью мульчирую торфом. В этом году, в прошлом, ну вот сезон был, купили, мы просто повезло так, торфа достаточное количество. И я все, что могла, и лилии какие, и розы, и все замульчировала. Был вопрос, лилии год цветут и пропадают, год цветут и пропадают. Почему? Потому что, видимо, вымерзают. Вы когда покупаете лилию, вы смотрите по характеристикам ее морозостойкость. Я, допустим, у меня есть лилии, сейчас подпишу сорт и фотографию перекладу. Вот у нее морозостойкость всего 15 градусов, а у нас же зимы могут быть и холоднее, поэтому я ее хвойным опадом уже 2 года укрывала, и вон они готовятся к цветению. Покажу вам, когда зацветут. Смотрите характеристики и просто не покупайте те, которые у вас не будут расти. Я каждый год, конечно же, не выкапываю, только для пересадки. Если каким-то растениям мешают или куда-то попали. Вот еще, видите, вот локации с этими лилиями. Я отсюда выкопала самые большие и пересаживала. А из серии Moon у меня еще вот эта лилия, но они маленькие и только зацвели. Покажу по одному цветочку, покажу их ближе. И еще желтые есть. Rising Moon, по-моему, называется, но не цветут, как я вам говорила. Подожду еще год или куплю разбор больший. Ну, они не очень такие бюджетные лилии, Moon серия. Поэтому как бы одну не хочется покупать или 3, а 10 уже накладно. Или подожду, пока мои нарастут, или куплю еще. Так, птичья драка в эфире. Что-то случилось там прямо у птиц. В этом году очень много птиц по саду, постоянно по газону. Какие-то вот такие, вы говорили, это дрозды, такие темные, черные, и хвостик так кверху. И в Инстаграме я показывала интересных таких птиц с хохолками. Зимородок, по-моему, или что. В общем, а собаки нервничают. Что там кричит сильно птица? Так, на чем мы остановились? Показываю сосну свою. Чуть не уронила камеру. Так вот, это обычная сосна из леса, которой я прищипываю краешки веточек весной, когда свечки такие. У сосны, у елей. Так можно делать, когда небольшие уже мы подстригаем, формируем, а у сосны прищипывается. Была она такая реденькая, маленькая. У меня есть видео, где я рассказывала, формируем неваки из сосны. Вот там было видно у нее изогнутые стволы. Такая она еще, во-первых, она в 2 раза меньше, не видно, вот такая была. И такая в разные стороны веточки. А сейчас это какой-то такой, как снежная баба, какой-то двойной шар такой, чтобы на розы они мне сюда не направлялись. Я с этой стороны немножко она лысенькая. Как бы что дальше с ней делать, не знаю. Буду пока формировать. Может быть, это какой-то огромный шар у меня получится. Хотя вот такая форма очень интересная. А обычная сосна. Мы купили участок, она там малепусенькая росла. Я
думала, то ли ее деревом вести, если оставить одну вершину. Она пойдет просто сосной под 30 метров, и будет такое огромное дерево. Под ней были посажены ландыши, но я их скосила, выкопала, убрала, потому что ландыши ядовитые. Если их семена дети или собаки съедят, то ничего хорошего из этого не будет. Убрала все ландыши. Не покупайте ландыши и не сажайте в саду. Так, да что там птичий базар настоящий. Идемте покажу, из каких можжевельников можно формировать всякие топиарные формы. Покажу. Я вообще люблю, когда на газоне не огромный шар можжевельников, а сформированы какие-то несложные и довольно такие невысокие фигуры. Вот из можжевельников на газоне я формирую, тут их 4 штуки, еще один там. Такие немного плоские. Эти сорта я вам подпишу, я их не помню. Но это можжевельник средний, но они большие. Желтый, золотистый, более плоский, менее колючий, зеленый растет выше и более такой колючий при стрижке. Формы, чтобы листья эти держали они. Ну, тут его опять стричь надо. Я ранней весной их сделала, было красиво. Сейчас пообрастали. Ну, кстати, тоже красиво. Сверху, если смотришь, такая как спираль. Сейчас стоят уже без опор, то есть у них центральные ветви настолько одревесневели, что сами держат форму. По центру ствол оголяется, чтобы ходил воздух, растения не болели. Эти уже 5 лет посажены самыми первыми, просто 3 или 5 метров от дома отмерила и посадила. Тут будет аллея таких можжевельников. Затея удалась, скажу вам. На вот этой маленькой клумбе я формирую такие звезды, не звезды, морские звезды, кракозяблы всякие из можжевельника Gold Coast. Когда отрастают его веточки, они такого немножко салатово-лимонным вот пропустила при обрезке. Не колючий. И меньше по размеру, если сравнивать вот с этими средними можжевельниками. Мне на клумбе большие они не нужны. Формирую их в виде разных таких фантазийных форм. Просто как в шахматном порядке посажены между шаровидными туями. При формировке учитывайте, что красивее вот такие формы звезд или каких-то осьминожек смотрятся, можно даже и лилию небольшую, когда один лепесток выше, один ниже. Видите, этот ниже пущен, этот выше. Первый год я связывала ветви направляющие, выбирала, какой мне нужен, какое мне нужно направление. Так, охрана моя. И год так они были, застригала. В этом году, это в прошлом я начала их формировку, в этом году я просто посрезала эти веревки, пеньковая была веревкой связана, и она уже держит форму сама. Поправила, застригла, стригу кусторезом, подравниваю большими ножницами. И сейчас пойдем покажу те можжевельники возле входа в дом. У входа в дом у меня выстрижены такие уже побольше лилии из можжевельника Old Gold. Он также не колючий. Я выбирала, чтобы ногами мы, когда проходим, не кололись. Еще есть можжевельник Gold Star. Он больше золотистый, даже больше к желтому. И такой более высокий, более большой. И вот такие у меня тут получились. Тут побольше, вы видите, формы такие. Опять же, фантазийные. Я направляла между роз, между лилий, между гортензией. И чтобы на дорожку не попадали.
Так, идемте про рододендроны расскажу. Немного такая хаотичная у нас сегодня прогулка июльская. Очень красиво в этом сезоне показала себя гортензия. На штамбе моя Magical Sweet Summer. Видите, у нее соцветия вот такие малюсенькие цветочки. Вот эту лилию я укрываю. Красивая, розовая, в крап. С крапом люблю лилии. Но мы сюда зашли по причине вообще-то рододендронов. Ну, покажу вам махровые лилии. Пересажены, какие-то бабочки. И они тут, вот эти, это из серии Rose Lily. Есть, кстати, видео у меня, посмотрите. Очень ароматные. Они высокие, они в 2 раза, наверное, в этом году выше, чем росли у меня в другом месте, понад дорожкой. Им там, наверное, я так думаю, было мало солнца. Посмотрю, может быть, я еще попересаживаю. Желтая лилия, такая медово-лимонная. Но сейчас она мокрая, в пыльце, с такими кремовыми, как небликами. Она вообще светлеет. Но это она уже 5-й день у меня распустилась. Почему-то я желтые лилии полюбила. Ну, а вот про рододендроны. Смотрите, как должны сейчас уже быть ваши рододендроны. И этот из отстающих. Видите, у него уже цветочные почки. Сейчас мы их активно поливаем. Активно даем старт на следующий год. Видите, коричневые? Это солнечные ожоги. Хоть он сам себя тут и держит, уже стоит без укрытия. Если вы только посадили рододендрон, укрывайте. Он у меня был под укрытием. Я его умудрилась в июне посадить. Не в прошлом году, в позапрошлом. И он у меня сильно обгорел, повис. Думала, и не выживет. В этом году уже я его оставила. Я думаю, буду наблюдать. Но все равно проглядела. Это ничего страшного. Вот это солнечные ожоги. Сейчас покажу еще цветочные почки. Вот так они выглядят. Хосты красивые. А помните, вот этот мой несчастный, вот это ожоги холодом. Это листья прошлогодние, которые не опали. Опала вон лежит на газоне. Очень много листвы, но он так отлично цвел, вы видели. А вот это новая листва. И он себя под солнцем чувствует преотлично. Закрыл прошлогодние проблемные листья. И даже вот эта веточка, помните, я говорила, хочу вырезать ее. Совсем она никакая. Смотрите, 2 потенциально красивых побегов. Вот такой цвет по верхним листикам допустим. Был у меня вопрос, почему молодые листья с бронзовым налетом. Есть у меня сорт один, я его тоже бросилась лечить. Бронзовый прямо лист, а потом отрастает и становится салатовым. Понаблюдайте, как ваши рододендроны. Есть ростовые почки, вот они, и есть цветочные на следующий год, вот они. Сейчас рододендроном полив просто пренеобходим. Если июль-август не будет им полива рододендроном, у вас основная масса почек будет только листики. А вот это все цветочные. Они в конце августа, в сентябре будут такие толстенькие, красивенькие. Так, сейчас покажу еще рододендроны у дома. Там Каннингемс White. Он вообще почки такие, как перепелиное яйцо. Вот на магнолии тоже вот такой лист. Это не проблема. Потом он вот какой огромный, красивый листик у него становится. Отрастает молодая листва на магнолиях, на рододендронах может быть. Если все листья бронзовые, то тут, конечно, проблема и нужно какое-то лечение. Так, идемте к дому.
Еще забыла показать вам, зацветают мои черенки гортензии. В прошлом году была одна веточка. И тут под магнолией стала уже уходить. И увидела. Это гортензия крупнолистная, бесконечное лето серия. Там их несколько сортов есть. У меня самая обычная, не махровая. Вот этот куст большой. Вот это солнечный ожог, опять же, от клеща. Видите, таким пятном, где или капля была от полива и ее обожгло, или я вам какое-то видео снимала, помните, она упала, вся такая завяла, отошла, все нормально, точечные такие проблемы. Гёте роза. Я уже все свои растения, честно говоря, знаю в лицо. А вот и Миян Декор. Был вопрос у меня, роза Миян Декор на штамбе не растет, не цветет, маленький лист. У нее вообще лист маленький вот такой. А вообще для штамба эта роза шикарна. У нее длинные такие плети, побеги. И она хороша. Надо проверить место прививки. Пролить от хруща. Ну, в принципе, если бы заболела, пятнистость бы какая-то была, фундазолом можно пролить, если какие-то проблемы с корнями. А если нет, то я бы, спросили, что бы вы сделали, я бы осенью ее пересадила. Так, вот эти лилии молодые зацвели у меня первый раз, но это, по-моему, не Мун серия, это другие. У Мун тоже, видите, как трубчатая, но смотрите, тычинки какие большие, но немножко другое, темное по центру. Так, мы идем сюда, смотрим Skyfall, шикарный, смотрим Фантом, не менее шикарный, подрастающий, смотрим крупнолистные гортензии, голубые. Вот это хороша, дождь начинается. Хороша. Эти будут зацветать. Это мой черенок. Цветет хоста в одних тонах. Тут получилась такая клумба приотличная. И вот рододендроны, у которых я хотела показать. Вот тут почки какие. Каннингемс White. Смотрите. Но этого рододендрона, что интересно, он может повторно цвести в конце августа. Вот я думаю, может он у меня хочет зацвести. Не хотелось бы, честно говоря. Вот уже почки. Это быстро растущий сорт. Белый такой, красивый, с крапом желтым. А это рододендрон Германия. Он и цветет немного позже, и вот у него почки немного позже. Зеленый, хороший. Периодически я их хелат железа пролила сульфат магния, потому что у рододендронов может быть недостаток микроэлементов и хлорозят по листве видно. Можно пролить. От долгоносика увидела дырку, от вредителей. И это в этом году уже, видите, не прошлого. Да еще раз все по саду пройти, обработать. Так, все, сейчас попрощаюсь с вами возле гигантской гортензии. И будем закругляться. Буду заканчивать свое видео вот на этом месте. Встану возле гортензии, которую хочу показать, чтобы вы видели ее размер. Тут растут лилии, вот раскрывается какая-то большая бело-розовая, видите, бутон размера с ладошку. Вот это махровые лилии, тоже тут какие-то на бутонах. Роза Жанна Моро во всей красе. Лимонная серединка. Но тут ее немножко поджали гортензии. Лаймлайт, смотрите, какой шикарный, большущий, уже с меня ростом. На одной ножке штамп, вон видно деревце, штамп 40 сантиметров.
И гортензия Фрейс Мельба, формированная в 2 ствола. Как это я делала, я вам рассказывала. Высота первого куста, двойная формировка. Видите, внизу и вверху штамп. Тут, по-моему, 4 ноги и следующая 3 ноги. Вопрос звучал так: чтобы Фрейс Мельба цвела, надо ее обрезать на 4 почки, иначе ничего не будет. Так, ну показываю все проблемы. Это ветер обтрепал, град побил и вот это немножко клещ. В основном куст шикарен. Почему именно верхние ветви? Потому что высокая, и ее, конечно, по ветру шатает. Она там и связана, и на опоре. Опора труба и гнутая круглая арматурина. Так вот, не зависит для цветения, насколько почек обрезаться. Я вам говорю со стопроцентной уверенностью, потому что я 99,9 своих гортензий обрезаю на 2, максимум на 3 почки. И цветут, скажу вам, все прекрасно. Зависит от ухода, зависит от почвы и от того, как вы ее поливаете. Удобрения гортензиям не так нужны, как правильная почва. Ей слабокислая надо, сильно кислый сажать не надо. Ух, лаймлайт какой сейчас красивый. Просто шикарен. Сниму в замедленной съемке, вокруг обойду, покажу вам, как красив. Ну и встану возле вон тех своих дальних кустов. Вот этой, вот так зайду. Тут Кауза Сатоми с кучерявыми такими листьями, смотрите, листья лодочки. Вот Лаймлайт, Фрейс Мельба. Это первый куст чуть ниже, а вот это второй. Сейчас как-то попытаюсь остановить камеру и показать вам. И вот то, что я вам говорила, верхние соцветия, ну я уже туда и не дотянусь, раньше распускаются, чем нижние. Видите, внизу только-только. А вот это и труба к ней привязана на опоре. Туда-туда идет кольцо. Сейчас покажу. Ну что, хочу с вами попрощаться на этой такой хорошей дождливой ноте. Спартан не колючий, ждет стрижки. У нас в этом спартане жили как раз, наверное, дрозды, большие вот эти черные птицы. Ну, а вот это моя гортензия Фрейс Мельба. Видите, верхнее соцветие, вот ее и высота. Хочу сказать вам всего хорошего. Встретимся в следующем видео. И вот такие гортензии гиганты будем с вами смотреть и любоваться. Ну, про что именно видео, я не знаю будет, но, наверное, про гортензии. Они сейчас самые красивые. Пишите свои комментарии, вопросы. Я отвечаю, конечно, по возможности, потому что в саду я работаю одна. Времени у меня нет абсолютно. Но стараюсь отвечать, кому не ответила. Уж извините, повторите свой вопрос под крайним видео. Я его увижу обязательно. И тогда мы с вами пообщаемся. Благодарна за лайк, благодарна за подписку, если вы еще не подписаны. Давайте будем вместе любоваться растениями и делать нашу жизнь прекрасной. Растения дают силу к жизни, улучшают ее, вдохновляют, не дают падать духом. Все будет хорошо. До встречи в следующем видео. Такая она большущая. Ей, конечно, сложно будет, если сильный ветер, дождь.